Посадить в крепость, в камеру без окон, охранять круглосуточно, с узником не разговаривать, в особенности не спрашивать у него, за что сидит, никого к нему не пускать. Это стандартная инструкция для тюремщиков, стороживших секретных арестантов XVIII века. Тех, кто был заключен в крепость за государственную измену, покушение на монарха, ну или просто по личному повелению императрицы. Сегодня мы поговорим о таких заключенных. В чем-то их судьба похожа на знаменитую историю о французской железной маске. Начнем с одной из самых трагичных фигур в истории династии Романовых, с императора Иоанна VI, он же Иван Антонович. Иван Антонович унаследовал императорский трон младенцем через 2 месяца после рождения. Это был результат сложных дворцовых интриг. Реально правила за него мать, Анна Леопольдовна. Через год, в 1741, случился дворцовый переворот. Престол захватила Елизавета Петровна, дочь Петра I. Ивана с матерью под охраной отправили в Ригу. Гуманное решение, но не очень выгодное политически. В стране, конечно, остались недовольные Елизаветой, и они помнили про существование ссыльного императора. В 1743-м был раскрыт заговор Лопухиных, в обиходе получивший название Бабьего, из-за количества знатных женщин, которые были в нем замешаны. Заговорщики якобы планировали поднять мятеж и возвести на престол Ивана. Существовал ли этот план реально или его инспирировала одна из придворных фракций, чтобы изменить внешнеполитический курс, историки спорят до сих пор. Так или иначе, со свергнутым Иваном надо было что-то решать. Вскоре его отправили далеко на север, в Холмогоры, на этот раз без семьи. Режим содержания на новом месте был жесточайший. Ребенка начали называть Григорием, а не Иваном. Держали в комнате без окон, не давали ни книг, ни игрушек. К нему допускали только охранника и слугу, но и им было запрещено вступать в разговоры с арестантом. Когда мальчик 8 лет заболел оспой, охрана отправила в столицу официальный запрос. Можно ли пустить к нему врача? Врача пускать запретили. Иван, тем не менее, выжил. Но государство методично стирало память о свергнутом императоре. Монеты и портреты с его изображением изымали, документы уничтожали. Иван Антонович превращался в живой призрак. В 1756 году его перевели в Шлиссельбургскую крепость. Возможно, сыграло здесь роль дело авантюриста Ивана Зубарева. Он под пытками признался, что существует заговор прусских аристократов, которые хотят освободить Ивана и посадить его на престол. Охранники в Шлиссельбурге получили инструкции: узника не могут видеть даже слуги. Когда они приходят, он должен скрываться за ширмами. Говорить ему, где он, как далеко от Москвы или Петербурга, запрещено. За разглашение не только его личности, но и любых подробностей, возраста, внешности, национальности – смертная казнь. Есть свидетельства, что и Елизавета, и сменившие ее Петр III и Екатерина II посещали Шлиссельбург. Они нашли там не больного безумца, а вполне вменяемого здорового юношу. Он знал, кто он, умел читать, правда, читать ему давали только Библию. Именно после визита Екатерины в 1762 году охранники получили новое распоряжение. Узник не может покинуть крепость. Кто бы за ним ни пришел, какой бы приказ ни принес, неважно. В случае любой попытки забрать Ивана из камеры, его нужно немедленно убить. Еще через 2 года так и произошло. Подпоручик Василий Мирович, нервный и обиженный на жизнь молодой офицер, служивший в Шлиссельбурге, поднял солдат и попытался освободить Ивана. Охранники ворвались в камеру и закололи Ивана шпагой. Так закончился его век. В тюрьме он провел 23 года. Мировича же очень быстро осудили и казнили. Ходили даже слухи, что его мятеж был спровоцирован специально, чтобы закрыть вопрос с царевичем раз и навсегда. Ивана похоронили тайно, там же, в Шлиссельбурге. Что не могло, конечно, не породить множество конспирологических теорий о том, что на самом деле он спасся. И понятно, это привело к появлению огромного количества самозванцев. Как раз с этими теориями связан следующий таинственный заключенный Екатерининской эпохи.
24 июля 1785 года во дворе Киксгольмской крепости остановилась закрытая повозка с 6 взмыленных лошадей. Из нее вышел офицер, который вел арестанта. Лица этого человека не было видно. Воротник был поднят и замотан шарфом. Его посадили в маленькую камеру, а потом позвали каменщика и велели заложить дверь, оставив только узкую щель для еды. Комендант крепости послушался приказа и несколько раз спрашивал заключенного, кто он. А тот категорически отказался отвечать и сказал, что тайна его умрет вместе с ним. По документам он проходил как безымянный. Когда после смерти Екатерины императору Павлу доложили об узнике Киксгольма, он отреагировал резко – оставить в нынешнем положении. Судьба безымянного изменилась в 1801 году, когда на престол взошел император Александр I. Одним из его первых шагов был указ о пересмотре всех политических дел. На волю вышли тогда многие политические заключенные, но не узник Киксгольма. В 1803-м Александр посещал крепость с инспекцией и спросил у коменданта, все ли камеры пусты. И когда узнал, что есть такой безымянный узник, он пожелал с ним увидеться. Прямо в его присутствии разобрали кирпичи, еле-еле открыли заржавевшую дверь. После того, как заключенного вывели на воздух, тот упал в обморок. Выглядел он страшно, грязный, в лохмотьях, с невероятно отросшими волосами и ногтями. От жизни в темноте он почти ослеп. Несчастного вымыли, остригли, переодели, напоили куриным бульоном, дали отдохнуть, а затем привели к императору. Узник согласился говорить, только узнав, что перед ним сам царь. И только с глазу на глаз. Они говорили час, и когда император вышел из комнаты, в глазах у него, по легенде, стояли слезы. Александр приказал немедленно освободить заключенного, но запретил ему покидать Киксгольм. Тот жил в деревянном доме под полицейским надзором, имел хорошие отношения с местными жителями, которые называли его Николай Пантелеевич. Под конец жизни он окончательно ослеп. Умер безымянный около 1818 года, так и не открыв никому своего имени и истории. Кем он был? Первая и самая правдоподобная версия – Иван Покарин, который служил переводчиком коллегии иностранных дел, был внешне похож на Екатерину II и называл себя ее сыном от графа Никиты Панина. Некоторые исследователи относят его к категории блаженных, то есть людей, выдававших себя за царствующих особ без всякой выгоды, просто чтобы привлечь внимание. С другой стороны, таких безобидных самозванцев в эпоху Екатерины было полно, и никого из них не посадили в каменный мешок на 16 лет. Другая, еще более фантастическая версия, что это был Иван Антонович, которого не убили в Шлиссельбурге, а вместо этого перевели в Киксгольм. Достоверно мы этого уже никогда не узнаем. Таинственные узники не всегда были мужчинами. Была, например, княжна Тараканова, европейская авантюристка неизвестного происхождения, которая выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Разумовского. Под видом княжны она собирала деньги с богатых аристократов и путешествовала по европейским столицам, где жила как роскошная куртизанка. Это, в общем, терпели, но потом самозванная княжна вмешалась в политику. Тогда по приказу Екатерины ее выкрали из Италии и посадили в Петропавловскую крепость. Но здесь все более-менее понятно. А есть и более загадочная история. Друзья, это второй номер журнала «Чтиво». Тема номера – любовь. Мы разобрали это чувство с точки зрения философии. Посмотрели, как само определение любви, как общественное отношение трансформировалось в разное время. От античности через средние века и через Ренессанс до наших дней. Мы взяли много интересных интервью. Наши колумнисты написали интересные колонки, как любовь соотносится с властью, как любовь соотносится с телевидением, вообще как делаются сериалы про любовь, как пишутся книги про любовь, как любовь повлияла на маркетинг, как она научила продавать, делать деньги на любви. Ну и, конечно, главный герой этого номера Баста, с которым я сделал большое интервью, и, по словам редакторов, которые над ним работали, это ком в горле. Действительно,
Баста дал довольно откровенное, такое очень мужское, очень личное интервью, и, в общем, этой работой мы гордимся. Еще одно интервью – это Николай Василенко, «Человек-улыбка», который стал главным мемом прошлого года. Тоже я с ним сюда сделал интервью. Ну, в общем, я все рассказывать не буду. Открыли предзаказ на Озоне. Вы помните, что случилось с первым номером. Там в течение 2 недель были какие-то зашкаливающие продажи. Мы вроде бы допечатали и успели отдать тираж первого номера. Вот, сейчас тоже стартовый тираж вроде бы, как нам кажется, нормальным, но суть потому, что там происходило, я не знаю, как, в общем, спрос непрогнозируемым был. И, надеюсь, таким он останется. Честно говоря, мы очень старались и в этот номер вложили всю нашу любовь. Вот ссылка в описании. Можете предзаказывать с сегодняшнего дня. В 1785 году в Иваново-Предтеченский монастырь на Солянке доставили некую знатную женщину. Кто она, никто не знал. Но сделано это было по личному распоряжению императрицы Екатерины, а в монастырь традиционно ссылали представительниц царской династии. Узница получила монашеское имя Досифея. К ней пускали только настоятельницу монастыря, духовника и служак. Она жила в отдельной каменной келье, откуда крытый переход вел в надвратную церковь. Там проводили службы для нее одной. На монастырский двор выходила она только в исключительных случаях. Содержали ее, насколько это было возможно, хорошо. Выделяли на это из казны значительные деньги. Как только таинственную монахиню привезли в монастырь, пошел слух, что это и есть настоящая Тараканова, дочь Елизаветы Петровны и фаворита Разумовского. Очевидцы говорили, что она не только очень красива, но действительно очень похожа на Елизавету Петровну. Кто-то даже говорил, что в келье у нее висел портрет покойной императрицы. После смерти Екатерины II в 1796 году монастырский затворнический режим ослабили, и к старице Досифеи стали пускать немногочисленных посетителей. Ее частым гостем был митрополит Московский и Коломенский Платон, певший в молодости в одном хоре с графом Разумовским. Ходили слухи, что кроме митрополита ее тайно посещают представители императорской семьи. Досифея никогда не открывала свое имя и не рассказывала историю жизни до появления в монастыре. И лишь однажды намекнула на свое происхождение в разговоре с графиней Головиной. Мол, была одна знатная девушка, дочь очень родовитых родителей, которая не знала ни в чем нужды, но вдруг оказалась в монастыре против собственной воли. Досифея умерла в 1810-м. Хоронили ее торжественно. И не в Ивановском монастыре, а в Новоспасском, усыпальнице боярского рода Романовых. На похороны пришли последние из оставшихся в живых екатерининских вельмож. В мундирах, в лентах, орденах. И толпы простого народа. Она была популярна в народе как добродетельная отшельница. Кем в реальности была монахиня Досифея, неизвестно, но с большой долей уверенности можно предположить, что она происходила из очень знатной семьи, а, возможно, действительно была дочерью Алексея Разумовского, который официально никогда не был женат и не имел детей. Почему все эти истории с узниками приходятся на XVIII век? Ну, первая и самая важная причина – это была эпоха дворцовых переворотов. И Елизавета, и Екатерина захватили власть в результате переворота. Екатерина устранила своего мужа Петра III, а затем отодвинула от власти своего сына Павла. Она, конечно, правила умело и эффективно, и не зря получила прозвище «Великая». Но все равно в каждом претенденте на корону, самозванном или настоящем, она видела угрозу. Не случайно легендарный бунтовщик Емельян Пугачев объявил себя не кем-нибудь, а чудесно спасшимся Петром III. Порядок в области престола наследия навел только Павел I, который сам погиб в результате дворцового переворота, но успел законодательно закрепить прямое наследование по мужской линии. После этого истории с самозванцами и переворотами сошли на нет. Но в XVIII веке интриги при русском дворе были не менее, а может быть и более увлекательными и запутанными, чем при дворе французском.